Добрый день, меня зовут Сергей Витиченко. Записываю это видео про бренд сварочный Чибора, Италия. Почему именно про бренд Чибора? Да потому что больше под видео, под предыдущими моими видео никто больше ничего не написал, все хотят про Чибору. Ну ладно, вот записываю про это. Я на будущее говорю то, что пишите комментарии под видео, обозначайте свои темы, что вам интересно. На эти темы я буду записывать вот такие вот видео, делиться своими знаниями, опытом и говорить то, что я думаю, свое сугубо там личное мнение. Перед тем, как буду рассказывать про Чибору, хочу сказать сразу же, я говорю свое сугубо личное мнение. Я не пытаюсь всем угодить, там, чтобы всех хвалили, либо наоборот были недовольны, либо всех сделать довольными, там, недовольными. Это все, я говорю свое сугубо личное мнение. Ну, начнем. С брендом Чибора я знаком с 2018 года, в то время я работал в компании Rutector, и мы продавали Чибору. Мы продавали много плазмы, расходки, пару полуавтоматов продали, пару аргон-дуговых аппаратов АСДС. У нас даже в демозале, по-моему, стоял один аппарат. В общем, эти аппараты я знаю, трогал, пробовал, варил на них, знаю, что это такое, о чем я говорю и так далее. Я много ездил на производствах в связи с моей предыдущей должностью и местом работы, местами даже работы. Ну, на производствах я нигде не видел Чибору. Ладно, это другая история. В общем, что я хочу сказать. То, что был бы я директором завода, вот сейчас, на данный момент, и мне нужно было сваривать там нержавейку, алюминий, чернуху, там, не знаю, варить самолеты, корабли, пароходы. Нужно было купить там 5, 10, 20, 30 полуавтоматов Чибору, я бы себе не взял на производство. Или, допустим, смоделировать, был бы я, там, не знаю, частником, Иванов Иван Иванович, жил бы где-нибудь в Екатеринбурге, в Ростове, в Саратове, в Красноярске, у меня была маленькая мастерская, либо свой гараж, мне нужен был какой-то аппарат АСДС, я бы себе тоже не взял Чибору. Объясню почему. Я, опять же, выражаю свое личное мнение. По оборудованию начнем. Качество оборудования. Ну, оборудование, качество хорошее, что не говори. Европа, 100% Италия. Теперь по поводу 100% Италия. Дело в том, что мы живем в трансатлантическом глобальном мире. И мы прекрасно понимаем, если взять пример, допустим, Лада Веста. Отечественный автомобиль, отечественный там автопром и так далее. Но доля и локализация отечественных запчастей в этом автомобиле очень маленькая, а запчасти в основном, они идут со всего мира, в том числе из Китая. Это блоки управления, различные чипы, там TMC с Тайваня и так далее. То есть со всего мира. Запчасти и локализация, сборка у нас в России. Это нормально, так живет весь мир, так живут там все автопроизводители, опять же, это нормально. Если мы, допустим, говорим про iPhone, там США, iPhone, Калифорния, везде даже написано, я вот сейчас снимаю на iPhone 12. Но по факту производство в Китае, и мы тоже это понимаем, и тут ничего такого нету. И какой процент локализации, как бы тоже никто не знает. И если сейчас говорить про Чибору, я лично не знаю, какой процент локализации находится в Европе. Это крупноузловая сборка, это мелкая узловая сборка. Не мне судить. Опять же, мы так можем говорить и про другие бренды, так оно и есть. Если мы разберем до винтиков, там, EVM, там, не знаю, Кемпи, еще что-нибудь. Это запчасти со всего мира, а сборка происходит на самом заводе-изготовителя в той стране. По поводу Чиборы я, если честно, не знаю, какой процент локализации. По поводу маркетинга. Маркетинг у Чиборы классный, как бы знаю много, кто там работает. Ну, в самом деле, маркетинг хороший. Про маркетинг я знаю, потому что я сам занимался маркетингом и писал там статьи, снимал видео, фотографии публиковал про другое оборудование. То есть я знаю, что такое маркетинг и что такое интернет и так далее. Продвижение именно в интернете. Потому что сейчас в интернете очень хорошее продвижение именно бренда Чибора. Про качество я сказал хорошее, про маркетинг сказал хороший маркетинг, про сервисов и дилеров в стране у нас мало. Кстати, в 2018 году мы полностью завязали, когда я работал в Rutector, работать с Чиборой по некоторым причинам. В основном потому, что продавалось очень-очень мало оборудования, там было много факторов. Это была цена, качество, расходка, взаимозаменяемость, там, новые технологии и так далее. Мы перешли на другой бренд. И если сейчас смотреть, там у меня есть статистика таможенная по сварочному оборудованию, завезенная в России, 19 год, 20 год. В общем, в Чибору завозят очень-очень мало в России и продается она. Там гораздо больше другие европейские бренды. Это вот так вот. По количеству оборудования, по сумме завоза, это все отслеживается, таблицы все есть. Там, когда я работал в сварочных фирмах, это у меня все было перед глазами, я сделал аналитику, статистику и так далее. И смотрел немножко про Чибору. Это я к тому, что почему бы я бы не стал себе покупать Чибору. Потому что мало завозится и продается в России, мало сервисных центров, мало дилеров. Продается всего по несколько аппаратов в месяц. Это очень-очень мало.
Там, не знаю, если тот же EVM продается там чуть ли не вагонами, это нормально. Кстати, в 2000-х годах еще, когда Rutector занимался вот как раз брендом Чебора, он завозил, вот тогда продавалось все вагонами, потому что тогда был и курс другой валюты, и оборудование, и рынок был в России такой, то, что не было европейского оборудования. Тогда Чебора хорошо шел, и Rutector в то время продавал гигантское количество плазменной нарезки, и до сих пор это оборудование еще работает. Что еще хочу сказать? То, что в интернете знаю таких ребят, которые рекламируют блогеры по сварке. Бренд Чебора — это Тиктула и Игорь 800. Им передаю привет. Отличные ребята оба, что один, что второй. Я их уважаю, ценю. Они занимаются брендом Чебора. К ним можно обратиться, у них можно приобрести. Они подскажут, они сделают демонстрацию. Очень много чего по этому оборудованию покажут, расскажут, настроят и так далее. Но, как я сказал свое мнение, я не стал бы покупать к себе на производство, либо в частные руки по некоторым причинам. В принципе, да, наверное, все. Я уже свое мнение высказал и обозначил его. То, что оборудование классное, технологии там действительно хорошие, достойные. Опять же, есть там аналоги технологий у других европейских сварочных брендов. Ну, как я уже подытожился, почему не стану брать, не стал себе покупать ни на завод, либо не в частное использование этот бренд. Первое, то, что заводится и продается в России мало сервисных центров и дилеров. Второе, сама компания по себе маленькая. Это Чебора в доле европейского рынка занимает вот так вот, по сравнению с другими сварочными брендами. По качеству, по технологиям, да, в принципе, все то же самое есть и у других производителей. Где-то лучше, где-то хуже. Плюс-минус все одно и то же. Тут ничего такого нет. Мы прекрасно понимаем то, что 95% это все в руках мастера. Кто будет делать, кто будет выполнять работу определенную. Вот все зависит от его квалификации. Также про маркетинг я сказал. Про цены, мое мнение, чуть-чуть завышены цены. Можно было бы... Я бы, если бы выбирал себе оборудование, чуть-чуть добавил бы и купил бы другое европейское оборудование, либо за эти же деньги другое европейское оборудование, может даже китайское бы оборудование купил. Да и в принципе все. Есть какие-то вопросы? Пишите комментарии, буду на них отвечать. Я рассказал и поделился своим сугубо личным мнением по поводу сварочного бренда Чебора. Все, всем большое спасибо, всем до свидания, пока.